Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня 30 января 2023 год. Что обсудим? События, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, где, по сути, начинается уже прямое столкновение, преддверие войны, может даже начался так, увертюра войны происходит. Дебют, да, если выражаться шахматным языком, между Израилем и Ираном, или между Ираном и Израилем. Произошли тяжелейшие события, были разные с сектора Газа нападения на Израиль. В соответствии с этим, поскольку пришел опять Нетаньяху, причем в союзе с очень правыми такими организациями, очень жесткими, религиозными. И курс там один – это усмирение палестинцев, арабов. Как известно, западный берег реки Иордан, он населен очень большим количеством их, и там действуют соответствующие иранские организации. Израиль совершил соответствующий рейд туда, там погибло порядка 10 палестинцев, каких-то. И был сделан ответ возле блокпоста, возле мечети. Погибли, были расстреляны, соответственно, израильтяне. Тоже где-то 8 и много раненых. Потом еще был один такой же акт. После этого 28-го, 29-го, и, видимо, это будет продолжаться в ближайшие дни, и 30-го, я думаю, 31-го, и в феврале, были нанесены мощнейшие удары по Ирану, по военным заводам, производящим ракеты и вот эти всякие иранские беспилотники, шахиды и прочую эту гадость, которую Иран поставляет Путину, российскому агрессору, против Украины. Удары были мощнейшие по военным складам, по предприятиям, по штаб-квартире был нанесен потом удар уже не беспилотниками, а другими средствами, по корпусу страж исламской революции. Это, так сказать, ядро режима. И по другим разным объектам. Министр иностранных дел Ирана имел серьезные беседы и с лидером Хезболлы, и с лидером исламского джихада. И Иран не может останавливаться, он должен теперь делать ответные удары. В этой связи очень важно заявление Франциска, Папы Римского, о том, что воронка смерти растет, увеличивается на Ближнем Востоке. Он обладает соответствующей информацией, и знаниями, и может это все, так сказать, определить очень точно. И его заявление, оно в данном случае чрезвычайно актуально и важно. Но данный процесс не остановится. Тут же еще и произошли 2 землетрясения в Иране. Плюс было совершено нападение и погиб начальник охраны в посольстве Азербайджана в Иране. То есть со всех сторон идет ухудшение отношений Ирана с Азербайджаном, с одной стороны, с другой стороны, просто, я же говорю, военное столкновение Израиля с Ираном. Но США поддерживают Израиль, и, как известно, на прошлой неделе его посетил директор ЦРУ Бернс. А Бернс просто ж так не ездит, правильно? То есть получается, что сегодня вот эта война на Ближнем Востоке, а еще Ливан тоже находится под контролем иранских сил,
она набирает серьезнейшие обороты. Но это еще не все. Была разбомблена очень большая колонна, 80, кажется, грузовиков, которая везла оружие. Иран вез оружие для корпуса стражи исламской революции, которые воюют в Сирии. То есть они лишены соответствующего армейской вооруженной поддержки в Сирии. И в Сирии идет обострение тоже военной ситуации. Можно сказать, а какое это отношение к Украине имеет, тут самим бы разобраться. Дорогие мои, очень прямо для всех українців, пересічних громадян України, це має першочергове значення, надзвичайно важливе. Чому воно таким є? Тому що події на Близькому Сході і початок війни, відкритої війни, системної, дуже вибухової війни, я б таким чином сказав, між Ізраїлем і Іраном, буде означати, що увага від війни України з Російською Федерацією буде серйозним чином зменшена, і Україна буде позбавлена значної частини військової допомоги, бо буде не до справ в Україні. Вот что это означает, если простым языком. То есть война в Украине отходит на второй план, потом на третий, на четвертый и так далее. Она становится неактуальна, неинтересна. Появляются новые, более тяжелые и страшные события. То есть смертельная воронка. Вот то, что сказал Папа Римский. Один из лидеров западного мира, вот этого золотого миллиарда. Ну и не только, имеющий большую поддержку и в других странах. Там, где есть ветка католического христианства. Вот этой парадигмы части. Таким образом, естественно, что если сейчас начинаются уже массированные столкновения Израиля, они уже начались, продолжатся, увеличатся по войне с Ираном, а уже известно, что Иран все-таки практически ведет уже первые фазы производства ядерного оружия, то есть США и Израиль заявили, что они не дадут возможности, чтобы Иран его создал. К этому Европейский Союз добавил, так сказать, свою Ирану ложку дегтя. Вот этот корпус стражи исламской революции Европейским Союзом уже практически признан международной террористической организацией со всеми вытекающими последствиями. Какой еще делаем вывод? Естественно, Ирану уже будет не до поставок и ракет, и этих беспилотников, этих шахидов в Украину, Российской Федерации, чтобы атаковать Украину. Но, естественно, теперь выбор и стал перед Путиным этими кремлевскими недопалками. Им что делать? То есть им надо поддерживать кого? Иран, потому что у них с ними очень тесные отношения. И они строят там атомные станции, помогают осуществлять обогащение урана. То есть они фактически вскормили вот этот Иран как такого боевого монстра на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. Естественно, для Украины Иран является врагом, потому что он воюет на стороне геноцидно-террористического московского режима. Таким образом, сейчас Путин должен проявить какие-то действия по защите Ирана. Но это тоже его будет отвлекать тогда от войны с Украиной. Понимаете, какие растяжки начинаются? Но и это еще не все. Чрезвычайно ухудшается ситуация в Турции. Но я вам уже объяснял, что там инфляция просто безумная.
То есть в 2022 году, в 2022 году инфляция составила лиры, ну, не, вернее, экономики, почти 100% потребительная инфляция. Ну, это крах. Это называется галопирующая инфляция. Галопирующая. И, как известно, сегодня уже $1 где-то находится в районе 20 турецких лир. То есть это просто уничтожение национальной валюты. В основном Эрдоган, конечно, держится за счет Российской Федерации, вот, рынка СНГ, ну и за счет войны с Россией против Украины. Это ему очень выгодно. Он контролирует и Босфор, и Дарданеллы, через них это все идет, и зерновая сделка, и прочие вещи. Но он вступил в очень... Ну, что такое Турция? Это отсталая страна. Отсталая, очень недоразвитая страна. Ну, давайте реально говорить. Ну о чем можно? Там, ну, как бы с диктатурой, диктатор во главе стоит, там, использует для этого ислам, для того, чтобы проповедовать свои личные, реализовывать интересы своего клана семейного и так далее. Вот. Ну, понятно, что Зеленский туда подписался, так сказать, и с этим Байрактаром и прочими вещами. Байрактар – это структура, которая находится в собственности и под контролем зятя Эрдогана, который женат на этот парень, на его дочке. То есть, куда ни кинь, везде Эрдоган и его, так сказать, члены семейства. Сын его там возглавляет высокие должности в Кабмине Турции. Ну, в общем, семейная такая у них клановая бандократия. Ну, хитрый, конечно, хитрый, коварный, вот он на таких этих всех, ну, как всегда были, турки всегда так делали, играет на разных противоречиях и достигает своего корыстного интереса. И тут для него сейчас наступают очень такие вырванные дни и ночи. Почему? Потому что один из очень интересных, перспективных, мощных политиков с Дании, датчанин, скажем так, он уже давно создал партию «Жесткий курс» в Дании. И у него один из таких целей, это он ведет такую кампанию по сжиганию Корана. Он и его политические сторонники. Они постоянно сжигают эти Кораны в разных местах. Ну, они их сжигали где-то в 19 году, и в 20, и в 21. И как бы никто на это особого внимания не обращал. Но в связи с тем, что обострилась ситуация, то есть Эрдоган себе позволил, ну, ему Путин дал поручение, так же как и Орбану в Венгрии, не ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И Эрдоган его стал выполнять и придумал, что Швеция и Финляндия, они там виноваты, что у них там курды живут. А ему это не нравится. И он стал от Швеции требовать, чтобы они там, ему выдали там этих диссидентов курдской национальности. Но Швеция этого сделать не может, потому что у них есть конституция, закон, они их соответствующий статус политических беженцев дали. Как они могут? Это отказаться от своих принципов. Тогда этот лидер датчан партии, ну, это серьезный политический деятель правого толка, он взял и стал сжигать эти Кораны прямо там везде, где только может, и в том числе взял, сжег возле турецкого посольства в Стокгольме. После этого началось серьезное ухудшение отношений между Турцией и Швецией. Был отменен этот визит министра обороны Швеции в Турцию. Ну, короче, сорвалось все переговоры. И сейчас правительство Швеции усиленно рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Турцию, потому что в Турции начинается серьезная дестабилизация, серьезная политическая дестабилизация, и, видимо, будут какие-то массовые теракты. Поэтому там, кто, так сказать, граждане Украины, дорогие мои мальчики и девочки, если вы там находитесь,
то быстро складывайте свои манатки и бегом с этой Турции, как говорится, бежите, быстрее птиц вылетаете оттуда. Потому что Турция будет дестабилизирована, у нее нет основы для стабильности, ни экономической, ни финансовой, ни политической нет. Плюс они нарушили все основы, такие скрижали западного мира, в том числе им же сделали огромное одолжение, взяв их в НАТО. Более того, НАТО, лидеры США и других стран закрыли глаза на то, что был нанесен чрезвычайно сильный удар по Греции и по Кипру. И, как известно, Турция оккупировала Кипр, часть его захватила, причем приличную, там где-то больше 30%. Так называемый Северный Кипр, где находится очень большой турецкий контингент воинский, там больше 30 тысяч, но там их, правда, никто не считает. То есть они фактически напали на Грецию, на одного из членов НАТО, потому что, как известно, Кипр, там греческий язык как государственный, и Кипр очень близких отношений с Грецией. Естественно, что сейчас за это надо будет тоже платить. Тем более Эрдоган начал напрямую угрожать Греции, что он на нее нападет, будет захватывать ее острова, и ракеты могут очень быстро прилететь в Афины и так далее. А как известно, США размещают сейчас очень большие, строят американские базы на территории Греции. Особенно вот в этой части, ближе к Турции. Таким образом, по сути, мы видим разрастающийся конфликт между Турцией и НАТО как организацией. Ну, естественно, если брать Швецию и Финляндию по их мощи, и военной, и экономической, финансовой Турцию, то эта Турция просто шавка по сравнению с этими двумя, так сказать, слонами. Небольшими, конечно, но все равно. Поэтому можем говорить, что, по сути, и для Турции сейчас, то есть фактически должна начаться турецко-курдская война. Она обязательно должна начаться, тем более ослабевает влияние и позиции Путина в Сирии. Он не может уже контролировать, он не может воевать и в Украине, и в Сирии, и на Кавказе, и в Иране. То есть, фактически, ну и начинаются опять открытые столкновения, готовится между обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией, потому что Иран ослабевает, он союзник Армении, Россия не может, Путин не дотягивается туда, у него тоже нет сил, он завяз в Украине, Азербайджан Турцией поддерживается, поэтому, конечно, Турции выгодно, чтобы Азербайджан напал на Армению. Очень выгодно. Это будет происходить. Опять вывод какой делаю, мальчики и девочки. Во-первых, если вы в Армении, быстро оттуда тоже сматываетесь. То есть на Кавказе, ни в Грузии, ни в Азербайджане, ни в Армении находиться нельзя. Однозначно. В Турции нельзя находиться. Это фактически это динамитные территории. Поэтому там практически вот начинается это все. Ну, я вам объяснял тогда, что так будет. Иран сам виноват. Туда кровь потекла, украинская, невинная. Так же, как Израиль, и то же самое Азербайджан и Турция. Поэтому фактически начинается вот эта война на Ближнем Востоке опять. Плюс Кавказ, конечно. Однозначно Кавказ будет задействован. Тем более, фактически втягивается в этот конфликт, войну эту Швеция по полной программе, ее политическая часть, ну и Финляндия тоже не останется сзади. Вот такой я вам делаю небольшой такой как бы обзор этих событий, которые уже продвигаются. Сейчас этот парень сказал, что он еще где-то спалит. Сейчас они очень настроились против Чечни, против Рамзана Кадырова будут наноситься удары, потому что он сказал, что это вообще никакая не страна, и вообще это непонятно что с этой Чечней. Поэтому
противостояние, вот парадигмальное, то, что я вам говорил, война превращается в парадигмальную, то, что я описывал, будучи, то, что я написал докторскую диссертацию в Словакии, в Прешевском университете защитил на факультете теологии, книгу выпустил. Именно вот эта парадигмальная война, которая начинается во всем мире. То есть это уже не идеология, это уже не чистая валюта, финансы, это не захват территорий чистой, это духовная парадигмальная война, которая, конечно, будет чрезвычайно кровопролитной, жестокой, она будет захватывать все новые территории. Ну и в связи с этим, естественно, Украина постепенно ее смывает туда куда-то на обочину. А раз на обочину, то делайте выводы, подписывайтесь на канал, смотрите его, потому что сейчас то, что вам кажется, то, что я говорю, вам кажется, что Олег Игоревич говорит вещи, которые не могут быть. Но те, которые меня смотрят хотя бы 3, 5 или 10 лет и больше, они знают, что то, что я говорю, оно будет сбываться, но просто вы не видите за горизонтом. Ну, каждый обученный живет в том мире, в каком он может жить. Вот и все. У каждого есть свой талант. Да? Ну, у меня такой талант, у кого-то другой талант. Поэтому доверяйте Олегу Игоревичу, смотрите, пока не поздно, потому что потом поздно будет. Поздно будет, знаете, как говорят, поздно Фима пить боржоми, когда почки отвалились. Поэтому упрежден, значит спасен. Вот это самое главное. Вы с Олегом Соскиным, поддерживайте канал, подписывайтесь, потихоньку увеличиваемся. Ну и до новых встреч.